Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, мне прилетел заказ на челлендж зоопарка от подписчицы под псевдонимом Лизбет. Ну что ж, я надеюсь, что будет интересный контент, потому что здесь и даже легендарки есть обалденные, и реликвии в целом шикарные под эту сборочку. Ну посмотрим, если получится на темпе сыграть, то все будет прекрасно, все будет замечательно. Если не получится, то помянем. Тут я, кстати, если что, где-то прикреплю скриншот с донатом, чтобы все видели, что это я так не из головы придумал. Причем я давно на зоопарке не играл, и на это есть множество причин, о них, соответственно, мы сейчас поговорим. Поэтому присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал, а также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну а если можете стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Опа, Рок Войны сюда берем. Берем, это нам надо, это нам пригодится. Вчера я стримил допоздна, потому что спать вообще не хотел, вот, и я не думал, что я сегодня буду пытаться вообще записывать какой-либо контент на сегодняшний день. Я думал, что буду вечером записывать на завтрашний день. Но я взял на работе обед, и я надеюсь, что с первого раза, за час мы управимся, и мне получится записать именно с первого раза этот контент. Потому что контент на самом деле специфичный, потому что нужно как можно больше суммонеров сделать и все такое. И именно играть через суммоны. Ну, это мне нравится. Это мне нравится. Это мы берем. Так, сюда. Так, это так. Или, погоди. Так, это продаем. И Тусика. Тусика продадим. Мне друиды понадобятся в будущем. Так, еще один Рок Войны мы берем. Как говорится, бьют, бери. Дают, беги. Дают. Бери, бьют, беги. Я беру сейчас вот этот Рок Войны, потому что у меня будет куча суммонеров. И знаете, как по закону подлости, я могу их потом вообще не найти никак. Поэтому надо сейчас брать. Пока дают. Пока дают, надо брать. Потому что потом я реально их хрен найду. По закону подлости она так и будет. Тут, на самом деле, мне сейчас упало два обалденных предмета. Я бы хотел взять и цепочку на вампиризм, и кристалл маны на плюс 50, чтобы именно спамить жестко. Я, наверное, знаете, возьму все-таки кристалл маны. Он мне в будущем пригодится, хотя и цепочка мне... Короче, оба предмета хорошие, но я взял конкретно на сейчас плюс 50 маны. Плюс в дальнейшем я могу в какого-либо суммонера запихнуть. И, соответственно, у меня этот... суммонер будет намного быстрее появляться. А тут именно у меня Тинкер есть. Короче, я считаю, что я сейчас сделал намного правильнее выбор, нежели бы я взял сейчас цепочечку на отхил и отхиливался бы просто стычек. Ну, это хрень. Почему я говорю, что цепочка хороша? Чисто из-за того, что когда вы будете играть через суммоны, то ваши суммоны будут получать вампиризм от этой цепочки. И, соответственно, вот этот вот предмет третьего тира, который дает в радиусе ауру на скорость атаки, она тоже будет хорошо смотреться под суммоны. То есть сейчас, на самом деле, есть куча предметов под суммоны, они прям шикарно смотрятся. Тут я пока, если честно, сейчас не знаю, какой талант выбрать, либо на поражение, либо на победу, потому что по факту у меня 100 очень сильный. И змейка пришла ранее, либо это намек реально на зверей, либо же это намек на то, что, Санечка, давай играть на инсеках. Но на инсеках играть мы не будем, это обрыгалово еще то. В общем, сейчас посмотрим, раунд я выиграю или нет. Рок Войны, кстати, сейчас довольно-таки пофикшенный. Не на все он, к сожалению, работает. Это обидно. Так, я беру здесь талант на победу, потому что я, в принципе, здесь выиграю раунды. Так что все шикарно, все замечательно. На всякий случай жрецов беру. Ой-ой-ой. А знаете, что я сейчас сделаю? Я сделаю вот так. Не, уровень брать не смогу. Мне надо 5-й, а я сильно из экономики не хочу выходить. Поэтому, если что, чуть попозже выйдем из экономики. В общем, плюсы именно вот такого вот спама, зоопарка. Раньше, как помните, мы делали как? Мы собирали зверей и делали жесткий зоопарк через зверей, соответственно, через Мишку, через Некромикон, через рефрешер. То есть мы жестко спамили, и мы играли на лютом темпе. Сейчас, по сути, ничего не поменялось. Мы хотим так же самое рефрешер, Некромикон, Рок Войны. И, соответственно, мы хотим жесткий темп и лютый спам. В текущем патче, на самом деле, это довольно-таки сложно реализовать, потому что есть, грубо говоря, сломанный предмет второго тира, который настакивает броню.
есть синергия воинов, и если грамотно все сделать, то объективно ты на спаме не вывезешь именно даже воинов, тех же самых условно. Потому что есть еще и щит 5-го тира, который, ну, ни хрена себе, как тебя триггерит. Вроде бы, как бы, знаете, добавили кучу предметов там на скорость атаки, вот 3-го тира, который дает 35% скорости атаки, отлично смотрится под суммонов. Вампиризм, есть аура, то есть вот это вот все, но по факту этого недостаточно, чтобы именно на спаме вживать. А я, кстати, знаете, что я сейчас поставлю 4 зверя, чтобы прям вообще люто доминировать. Вот. Вот. Короче, есть множество вот этих вот прикольчиков, когда спам твой может не тащить. Хоть и куча добавили ауру. Шар бездны, который может защищать тебя от магического прокаста, и, соответственно, твои суммоны не будут так жестко умирать. Ну, много есть, которые плюшки бафают суммона, а есть, соответственно, и второй нюанс. Ты должен на жестком темпе идти, чтобы тебе предметы еще упали чуть ли не с первого раза. Потому что если тебе предметы не упадут с первого раза, то помянем. Ну, ты не вывезешь этот движ. Не вывезешь. Как бы ты ни хотел, ты этот движ не вывезешь. Потому что, условно, есть берсерк, который у тебя просто будет разрывать в пух и прах. Есть двойные клыки, которые под берсерка отменно будут смотреться. Есть дохренище контроль. Вот в этой игре, допустим, есть горный вождь, есть тайт. И если чел соберет, не дай бог, 6 богов, либо же жестких воинов, там, тайдуха, горный вождь будет, то он тоже мой спам просто аннигилирует. Потому что мне нечего будет противопоставить. Короче, суть нюансов вы поняли. То, что на суммонах сейчас довольно-таки тяжко играть. Да, из плюсов то, что Рок Войны работает не на Некромикон. И из плюсов то, что рефрешер откатывают как зеркало, так Некромикон. Ну, как бы вроде бы плюсы есть, но, как по мне, их недостаточно, чтобы перекрыть минусы. Если есть такой вот моментик, если ты играешь на лютом темпе, условно, у тебя там аптечка выпала, у тебя все хорошо идет, предметы с первого раза, да, ты можешь просто игру закончить к 30-му, к 35-му раунду намного быстрее, и ты чувакам просто не дашь развиться. Но это обоюдоострый меч, потому что не факт, что твои противники так же само не поступят и на лютом темпе не соберут условно хинсеков через инвокера. И что ты потом будешь делать? Не дай бог, соберут там дизраптора, который тебя сайленсом накроет, и что ты потом будешь делать? Тайдух, который тебя в стан поставит, потом тебя просто аннигилирует. То есть вот такие вот моменты. И поэтому я считаю, что зоопарк в текущей мете, он не особо актуален. Тут я, кстати, если что, сейчас Рок Войны перекинул в Орка-охотника, потому что Рок Войны почему-то не бафает суммоны собаки. По какой причине, непонятно. Зачем разработчики так сделали, я не понимаю. Ну и в целом кабанчик под зверьми хорошо себя будет чувствовать. Вот. То есть минусы вы поняли. Из плюсов, ну, если все хорошо идет, то есть идеальные там тепличные условия, то ты спокойно можешь прям к 30-му раунду закончить игру. Это если очень все быстро будет идти. Но тоже есть же противники, которые тоже может скиллуху тебе показать. Условно, там типочек генерала в 2 звезды соберет, а гонимчик найдет, и все. И что ты будешь делать? Неизвестно. Вот как-то так. Ну, короче, я считаю, что зоопарк слабоват, если тебе прям не очень фартит и не идет. Ну, не мета для них, к сожалению. Как бы я ни хотел дефать зверей зоопарк, не получится, к сожалению. Тут уж, ну, тяжело на них. Вот серьезно, тяжело. Есть намного более перспективные сборки. Ну ладно, поговорим о сборке. Вот конкретно, как я сейчас буду ее собирать. Смотрите, я по-любому буду искать рефрешер, Некромикон. Мне нужно куча предметов первого тира, это Рок Войны. Потому что у меня будет куча суммонеров. Тут есть инвокер, есть Мишка, есть Змейка, Фуриончика, скорее всего, добавлю. По-любому будет у меня Горный Вождь, который будет контроль давать. Тайдуху, скорее всего, закинуть. То есть мне надо очень много всего. И хрен его знает, как это все получится. Если честно, я не знаю, посмотрим. Сейчас посмотрим, что за реликвия выпадет. Что там у нас? Аптечка. Спасибо, конечно. Спасибо, я очень рад. Еще и 2 жреца. Но это намек, ребятки. Это 100% намек на то, что мне нужно сесть на лустрик и играть через аптечку. Вот я прям, ну, вангую. Так, давай. Хорош. Рок Войны. В собаку закину, не работает. Ну, просто закину, что было.
Когда играете, кстати, через суммон, вам 100% нужен рок войны. 100%. Без него вы не играете. Ну, суммон так устроен, что если нет рога войны, пиши пропало. Яичко я оставляю, оно мне пригодится. Оно пригодится мне либо на мишку в 2 звезды, либо же на легендарку какую-то. Я хочу инвокера, на самом деле. Инвокер, как я уже ранее говорил, это универсальный герой, плюс у него есть форжи под зверьми, прям это будет шикарно. Во-первых, форжи минус броню дают за каждую тычку. Во-вторых, рок войны ускоряет этих форжей. А в-третьих, куча урона будет с тычки. Плюс они имеют огромное магическое сопротивление. Ну, тоже не факт, что инвокер будет их постоянно спамить. Если он, конечно, будет их постоянно спамить, это будет вообще, ну, кайф. Единственный минус, что на инвокера нет смысла как бы брать рефрешера. Ну, потому что он не откатывает способность как надо. То есть, ну, как-то разработчики немножко механику не продумывали, потому что я вот сколько наблюдал. Тут вообще абсурд, кстати, как я проиграл. Просто абсурд. Ну ладно, анлак бывает. Ну, зато теперь можно смело сесть на аптечку. На бутылку не надо, на аптечку садимся. Вот. Садимся на аптечку, и все. Как раз никто не собирается играть через аптечку. Тут еще, кстати, шаманы собираются. Вот тоже моментик. Ты будешь пока пытаться там... Вот то, о чем я говорил. Есть более перспективные сборки, на которых намного лучше играть. Вот условно тоже чел будет сидеть на лустрике, будет играть через аптечку, соберет себе 6 шаманов, он же тебя снесет с твоим суммоном. И под суммон тебе обязательно нужен контроль. Обязательно. То есть стайт, горный вождь, стан, чтобы твои суммоны смогли разогнаться, настакать вот эти 8 стаков. Не разгонятся, не настакают, ну, топ-8. Поехали. Вот. Вот. Какие предметы мне нужны? Естественно, рефрешер, некромикон, рок войны. Хочу цепочку. Хочу предмет 3-го тира на скорость атаки. Если будут маги, хочу шарбезные. Ну и кирасу. Вот напоследок кирасу. Почему именно вот такие вот предметы? Во-первых, все бустит меня. Бустит мои суммоны. То есть скорость атаки, лайфстил. А кираса дает броню плюс скорость атаки и минус броню. А, подождите, скорость атаки у кирасы не дает. Она дает только владельцу скорость атаки. Но суть в том, что кираса дает броню и минус броню. Фишка зверей. Звери дают уязвимость физическую. Ты 8 ударов нанес, ты чуваку 80% физической уязвимости снес. Это тот процент, который, вот когда вы на броню нажимаете, и там есть вот это вот поглощение 50%, 40%. Вот это вот уязвимость физическая. Она в статистике как бы не пишет никуда, но это видно как бы наяву. Насколько жестко понижает. Сейчас я буду терпеть. Кстати, агра можно еще взять. Ну, влезет ли он мне под мою сборку? Вот это вот сомнительно, конечно. Ну, хотелось бы, чтобы влез. Вот на самом деле тоже агра ставишь. Фартануло. Ты так заспамишь, что ну его нафиг. Спам будет тупо лютейший. Пока непонятно, кто на чем собирается там играть. Я вижу единственное, что шаманов и воинов. Ну, еще рыцарь там где-то мелькает иногда. Ну, и эльф немножко. Вот тоже эльфы. Эльфы иногда так жестко триггерят суммоны, потому что ты ж не можешь как-то на суммонов сделать себе... Ребяточки, абузят щит 2-го тира по полной программе, человечек молодой. Но интересно то, что он именно тусика керит. Однозвездочного героя. Интересно. Ну ладно. В принципе, его выбор. Интересно, что получится из этого. Рыцари через фулл волшебников. Легионочку керит. Хорошо. Да, ребятки, давайте, наносите мне урон, чтобы я быстрее в 10 вышел. Так, цемочку мы возьмем. Цемочка нам нужна. Баф людей мы хотим. Куда ж без этого? Баф людей нам нужен. Так, цемочек ставим. Это манреген. Ну и все. И дальше режим терпила активирован. Главное сыграть не на очке. И верить в то, что все получится. Берем, естественно, талант на +1 к шансу выпадения по уровню. Мерзкие инсектоиды собираются. Но там инсект, такое ощущение, что он слабоват будет. Потому что он на 7 уровне ролится. Ну, зачем так делать, не знаю. Но его выбор как бы. А может ему сейчас нереально фартанет. Придет там несколько инвокеров.
Камень Киры с первого раза найдет. И все. И все. И пошла душа в рай. Давай сейчас. Что из второго тира? Хочу цепочку. Цепочку дашь мне на отхил? Дай цепочку. Цепочку дай мне. Пожалуйста. Если не дашь цепочку, я вычислю тебя в IP. И все, и тебе фонарики на воздушном шарике. Кстати, ребят, забыл сказать, что если кто-то пропустил мой стрим, то во вкладке трансляции есть все записи моих стримов. Поэтому милости прошу, смотрим, лайкаем. Не забываем за это лайк. Опа, 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 цепочечка. Опа, выдра, опа, баф людей. Кстати, выдру мы обязательно берем. Сейчас объясню почему. Выдра — это тот герой, который бустит ваши суммоны. И, соответственно, отдает приоритет, чтобы ваши суммоны били ту цель, на которой находится метка. И когда они бьют в метку, там урона намного больше. Так, а ну-ка, иди отсюда. Да что сегодня за праздник живота? 4 рога войны. То, знаете, либо тут какой-то подвох меня ждет в этой игре, либо же в действительности это будет моя игра. Потому что обычно у меня так рок войны не ищется. Вы все это прекрасно знаете. Обычно у меня находится рок войны, это последней шмоткой. Ну, допустим, окей. Так, о чем я говорю? Я про стримы сказал. И еще. Мало фидбэка мне дали по поводу Outlast. На стримах, либо на записи. То есть пройти Outlast. Я еще в своем телеграм-канале сегодня выпущу опросник. Мне нужен максимальный фидбэк, ребятки. Поэтому давайте, не стесняйтесь, дайте мне максимальный фидбэка насчет Outlast. Хотите вы увидеть прохождение Outlast или не особо? Там, кстати, спрашивали меня по поводу авточеста, то ли забил я на него или нет. Нет, ребятки, я на авточест не забил, но я сейчас все свои ресурсы пускаю на то, чтобы именно изучить ТФТ. Надо изучить ТФТ, чтобы делать по нему контент. Чтобы вы тоже вливались именно в ТФТ. Да, каждому на вкус и цвет будет. Кстати, 18 августа в ТФТ будет глобальное изменение. Во-первых, ТФТ будут переносить в отдельный клиент. Во-вторых, они переходят на новый движок Unreal Engine. Это ж вообще будет песня. Вы просто представьте. Unreal Engine. Ну, я даже боюсь представить, что там будет. Там же графоний 100% подымят. Ну, первое, конечно, не будет изменения, но переведут движок, будут совершенно другие механики, графоний будет, ну, прям по кайфу. Мне уже очень интересно, что там будет. Я надеюсь, что к тому времени я уже полностью разберусь в ТФТ. Кстати, куча подписчиков заходит, общается со мной. Что, на самом деле, спасибо за поддержку, ребятки, кто смотрит ТФТ. Это очень приятно. Мало, конечно, народа по ТФТ стримам, но это и логично. Игрушка сложная, и когда ты не понимаешь, что там происходит и как это работает, ну, сложно смотреть такой контент, согласен. Это... Ну, серьезно. Ну, ты играешь на воинах, ой, на воинах, на охотниках. Ну, зачем тебе друиды? Зачем они тебе? Ты чё руинишь мне? Гаденыш, ты мелкий. Ну, запомните его, ребят, запомните. Я ж к нему приеду, я ж к нему приеду. 9 стаков у Тусика. 2 чувака на огромном винстрике. А мне вот хаотичный договор не выпал. И приходится вот как бы выкручиваться на аптечке. Антимаг 2 звезды. У чувака 6 уровень, у него антимаг 2 звезды. Еще предметы хорошие. Вопросов не имеем. Так, я уже почти 10-й. Сейчас один раунд. Начнем выставлять свой стол. Я продам Агра сейчас. Я в целом просто не знаю, Огр подойдет мне или не подойдет. Не, вообще Огр подойдет 100%. Ну просто хватит ли мне места для всей моей задумки? Вот это вот вопросик. Вот это вот вопросик. Кстати, ну чел на охотниках. Вот почему он моих друидов тырит. Он себе там берет из них этих нежить. Нежить охотников он ищет. А я-то думаю, зачем он моих друидов покупает? И вообще, где мои друиды? 2 друида за всю игру пришло. Ну ладно, 3.
Будем считать, что 2 инчи и одно бревно. Интересно, что мне за реликвию пойдет на 20-м раунде. Я, наверное, кстати, после 20-го раунда посмотрю на свою силу стола и, если что, то полностью сролюсь. 13 хпшек у меня. Интересно, сколько баночки восстановят. А ну-ка в чатик. Ой, в чатик. В комментарии пишем. Пока не начал ролить, в комментарии пишем, сколько хпшки я восстановлю с помощью баночек. О, вертолет. Сюда. Минер. Отлично. Кунка, берем. Еще один минер. Охренеть. Ну нет, я их продаю. Мы играем на суммонах. Я не поддамся соблазну. Я этому соблазну не поддамся. Нет. Вертолетика еще можно поставить. Вертолетика еще можно поставить. Инвокер. Сюда. Сюда, малышечка. Сюда, малышечка. Ману плюс 50 тебе, держи. Ой, берсерк там есть. О, вот это печалька. Но у меня пока что вертолет. Ну, блин. Так, все. С лузов уходим. 13 хп, 7 банок. Поехали. Да идет. Не спойлерить. Сколько хп восстановил? О, 25 хп восстановил с 7 баночек. Это до хрена. Ну, это все хрень. Ящик азарта, кстати, выпал. Зачем я продал легендарки? Инвокер. Инвокер пришел. О, не, ребятки, это топчик. Так, все легендарки раскрыты. Мне нравится. Бэм. Инвокер в 2 звезды, здорово. Добрый вечер. Ну, добрый день, точнее. Короче, вы поняли. Так, собака мне не нужен. Мишка мне нужен. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока идет все как по маслу. Яйцо, отлично. Но я яйцо тратить, если честно, не хочу. Я, если что, потрачу это яйцо на варлока. Больше суммонов, богу суммонов. Так, это... Ну, рандомим. Двойные мобы, отлично, пойдет. На 30-м раунде, если выпадет отмотка времени... А, она мне уже не выпадет, я ее скипнул. Она мне уже, к сожалению, не выпадет. Так, 9 воинов, то, что, в принципе, я и думал. 6 рыцарей. Так, Джорджи. Иди сюда, Джорджи. С Радиком. 2 форжа. Опс. Что-то даже я не почувствовал рыцаря, если честно. Не, ну, инвокера, форжи, плюс звери, плюс срок войны, это слишком лютая имба. Там просто так... Ну, там... Ну, вот просто... Опа, тайдуха. Вы просто вдумайтесь на секунду, сколько я наношу урона только с помощью этих форжей. Там же космические цифры. Каждый форж дает минус 5 брони за тычку. Плюс и самого тычка увесистая. По зверьми там еще увесистее тычка. Особенно, когда 8 тычек нанесет, и уязвимость будет огромная. Магия. Маги, полуэльфы. Что-то, короче, непонятного типа там собирается. Но это его проблема, как говорится. Там мне очень не нравится то, что там огромный воин. Если он найдет себе кирасу и щит 5-го тира плюс берсерка, я думаю, с двойными клыками он меня прям снесет. Да даже без двойных клыков. Вот этот вот набор предметов, который только что сказал, у меня тупо снесет. Так, у чувака ханты. 10 винстрик. Заберу, не заберу. Сюда, сладенький винстрик, давай. У всех есть хаотичный договор. Один Саня не может заобузить хаотичный договор, когда надо это. Темпларка выпала, нахрена она мне нужна? Может полностью сролиться, что? Давайте попробуем полностью сролиться. Чем черт не шутит? Берсерк. Вертолет, импресска. Так, импресску мы берем. Импресска на самом деле хорош. Еще одна... Не, я понял. Вертолет на самом деле очень сильный герой. Но я хочу импресску взять. Сейчас объясню свою логику, почему именно импресска. Обезьяна сюда. Вместо тусика будет. Обезьяна хорошо, станчик будет давать. Возьмем. Змейку продам, возьмем фуриончика как друида. Потому что в будущем могу не найти.
И куда яйцо юзнуть? Либо в импресску, либо же в варлока. Сейчас надо будет подумать, в кого. Короче, смотрите. Сам вертолетик обалденный керри под зверей. Прям шикарный керри под зверей. Но я хочу взять импресску, потому что импресска... Это будет 3 керри у меня. С помощью импресски. Плюс в нее можно предметов напихать. Например, если 3-го тира мне выпадет предмет на ману, это будет же имба. У меня сразу все с нулевой секунды будут кастовать. Поэтому импреска. Но я бы на самом деле, если бы не было импрески, я бы 100% вертолета бы оставлял. Чисто как саппорта. Даже не как Кири. Импреска 2 звезды, здорово. Полную синергию цвет, конечно, хочется поставить, но мне пока места не будет, куда ставить. Может, яйцо закинуть варлока? Чтобы прям жестко усилиться. Да, сделаю так. Сделаю так. Да, на варлока тоже ману закину. Пусть будет. Чтобы он сразу кастовал своих големов, и они станили. Ой, как же я там куски отрываю просто. Чел на винстрике сидит на хантах своих, я ему просто куски отрываю. Сейчас, кстати, двойных мобов буду юзать. Мне воин не нравится. До хрена хп. Довольно-таки огромный. Берем, естественно, вампиризм, будем восстанавливать и хпшку. Надеюсь, что мне Мишка придет уже скоро. Я хочу, чтобы горный вождь еще выпал. Горного вождя поставим вместо инчи. Контроль нужен. Не, ну, кстати, Шимпреска считается суммонером? Я думаю, считается. Она ж суммонит. Значит, считается. А вот, кстати, мне вот интересно. В предыдущем патче баф выдры работал на импреску. А вот как работает в текущем патче? Наш, получается, суммонит, но это какой-то особенный уникальный суммон. И вот работает ли на этот особенный суммон баф выдры, как в предыдущем патче? Минус броня, конечно, круто, можно было бы взять, но я хочу попробовать, понял, не нашел. Я хотел попробовать найти ауру. Аура на скорость атаки. Хотелось мне. Ну, чего нет, того нет. Так, ролим. Дай мне, пожалуйста, Некра. Некра, дай, пожалуйста. Некра, дай, пожалуйста. Не, ну почти Некра, я так думаю. Обезьяна идет. Обезьяну будем собирать. Рыжий лис. О, горный вождь, отлично. Но я рыжего лиса, наверное, в 3 звезды не буду пытаться собрать. Я соберу только обезьяну в 3 звезды. И ничего, пока что оставляем, она нам пригодится. И маленькую цветку куплю на будущее. Может, 11 возьму, поставлю себе фулбаф цвет. Так, это воины. Инвокер, пожалуйста. Суммонь форжей, пожалуйста. Вы посмотрите, какая мразь. Просто не хочет форжей суммонить. Я хоть и справился с ним, но все равно. Почему не форжи? И у этого еще хаотичный договор. Да вы издеваетесь вдвоем. Вы что, сговорились? Никто не хочет отдавать мне винстрик. Гады. Кстати, под зверей и под суммоны вообще можно еще алхимика собирать. Это нормально, если что, тема собирать алхимика. Рефрешер сюда. Потому что алхимик, когда активирует свою ультуху, он дает по области минус броню. И в плюс он может впитать немного урона. Тоже классная тема, если что, рабочая. Прикиньте, тип на охотниках забузил себе хаотичный договор. Я уже не знаю, сколько времени пытаюсь выполнить челлендж от Беннисона. Хаотичный договор плюс отмотка времени. Ну, тупо не идет, и все, хоть ты тресни. Добрый вечер, Ханты. Пока, Ханты. Спасибо, что были с нами. Я думаю, Хант там вообще в расстроенных чувствах, потому что ему за несколько раундов так жестко лицо оторвало.
У меня сейчас взорвется 5-я точка, отвечаю. Я сролил миллиард денег для того, чтобы найти Мишку в 3 звезды. Падла. Еще импресска идет. Но я импресску не хочу в 3 звезды собирать, хотя это сильно было бы. Ладно, я кольцо Нага раскипну. Или подождать. Я подожду. Я подожду, потому что на 30-м раунде я могу получить 2 предмета с мобов. Вдруг мы 3-го чувака выкинем вот этого. На воинах еще одну. А, это другой. Ники у них похожи. Так, ну окей, с воином мы пока что более-менее справляемся. Хорошо. Хорошо. Если бы инвокер почаще суммонил бы форжей, было бы все замечательно. Да сколько у тебя тут хаотичный договор будет? Инвокер, берем. Обезьяну берем. Если, кстати, получится обезьяну в 3 звезды собрать, это будет очень хорошо. Обезьяна будет как саппорт тупо стан вечный держать. Даже получше, чем Тайдуха будет в моментах. Надо, кстати, немножко расстановку поменять, потому что инвокер себя закрывает и больше не спамит. Тайдуху бы хотелось бы в 2 звезды. Все-таки как массовый стан, плюс кусок мяса, которого хрен заберешь нормально и быстро. Так, здорово, чел с 4 хп. Нормально. 7400 голема Варлока накидали. Еще 2 предмета выбил, отлично. Зато сейчас вы посмотрите, Мишка идет, что не в себя. Да, сейчас ждем, короче, с мобов и достаем нужный предмет. О, достаем 2 предмета. Перекравчи и ищем предмет 4-го тира. Кстати, а ну-ка, напишите в комменты. Видно, что по моему лицу, что я не выспанный. Так, Кирасу нашел. Вот это вот печально. Это очень печально. Да. Но я хотя бы себе хпшки восстановил этим спамом. На самом деле, через спам зоопарк довольно-таки просто себе хпшку восстанавливать. До хрена наносишь. Хотя на самом деле в текущем же патче порезали. Ну, не в текущем, а несколько патчей назад порезали урон от суммонов. Теперь не так до хрена ты получаешь. И наносишь. Инвокер идет. Так, выдра у меня в 2 звезды, в принципе, можно ничего не делать. Но я возьму реликвию талантов. Хотелось бы, конечно, отмотку времени, но реликвия талантов тоже, в принципе, будет норм. Так, ролим. Что у нас? Что у нас? Рефрешер еще один берем. И рефрешер в Мишку. В Мишку закидываем. Две Мишки, это будет хорошо. Там тусик чисто у него закерен. Не, ну пока что у него керри тусик, я думаю, я спокойно буду справляться. Если найдет себе берсерка и в 2 звезды, то будет печально. Но будем держать кулачки, что он не найдет берсерка себе. Оп, поехали, големчики, поехали. Не, Варлок прикольный типчик. Так, форжи есть, хорошо, форжи нормально себя чувствуют. Пару раз потыкали тусика, и все, и брони нету у тусика больше. Какая же имба это форжи. Эти форжи. Ну не, дорогой, убирай берсерка. Он тебе не нужен. Он тебе не нужен. Оно тебя сожрет, не бери. Вот что мне убрать? Что мне убрать? Чтобы агра поставить. Импресску продать, может поставить агра.
Ну, преска полезная будет. А вдруг мне сейчас на 35-м раунде выпадут арканцы? Оп, мой дух успел закастить. Хорошо. Хорошо. Пока берсерк в одну звезду мы живем. Хорошо. Бэм. 33 хп у типа. Это очень хорошо. Так, держим монетки. Я потом... Ладно, пока агро продам. Держим монетки. На 35-м раунде я подумаю, что... ну у меня шарики талантов. Я просто подумаю идти в уровень. Либо же все-таки паролить себе 3-звездочных героев. Сколько у тебя этот хаотичный договор будет держаться? 1 раунд? Я надеюсь, что сейчас я этот раунд... еще следующий надо раунд вынести. У него этот раунд еще будет работать хаотичный договор. Двойные мобы. Ого. Вот это плохо. Еще и Тайдухов 2 звезды. Это вдвойне плохо. Дум прилетел Варлока. Ой-ой-ой. Это очень плохо. Я проиграл раунд, прикиньте. Да, прикиньте, проиграл раунд. Просто чисто из-за того, что Варлока прилетел Дум. А был бы у меня Тайдухов 2 звезды, горный вождь. Не, ну на самом деле, типа, на зверях, вот как у меня сейчас, видите, более-менее хорошо пошло, предметы более-менее хорошо, идеально идут. То, в принципе, на зверях можно реально игру закончить до 35-го раунда. Но только надо на жестком темпе прям быть. На жестком. И чтобы пораньше пришло усиление, чтобы вот тупо не дал чувакам развиваться. Ну, допустим, если бы он не был бы такой огромный на воинах, без кирасы, без щита 2-го тира, то я бы уже давным-давно бы снес. И инвокер бы подливу не накидывал бы мне. И форжей сумонил бы пачку. 250 форжей. А так он, он просто не сумонит их. Он делает все, но не делает то, что надо. 12500 урона, если что, от Тусика, кстати. Так, горный вождь 2 звезды, хорошо. Обезьяна здорово. Кстати, обезьяна в 3 звезды может собраться. Горный вождь здорово. Змейка в 2 звезды. Наконец-то на 35-м раунде собрал. 2 горных вождя, хорошо. Яиц ровным счетом ни хрена. Одно яйцо есть. Я, кстати, горного вождя, наверное, соберу в 3 звезды. Он давать будет много контроля. И это будет профитнее намного. Некра дай. Дай мне сейчас некра. По-братски. Мифриловый доспех пойдет. Так, мы остались один рефрешер. Ладно, Тайдуха мне что-то вообще не идет. Но зато обезьяна пришла. Ладно. Зеркало, ну... Пойдет, на самом деле, зеркало. Ладно, вот так сделаем. Некра, отлично. И Варлока закидываю. Да еще пару яиц. Варлок идет. Туго идут яйца. А там берсерк 2 звезды. Вот это вот печалька. Вот это вот очень печально. Еще и гребаный Тайдуха с станом своим. Жесть. Еще и Дум в 3 звезды. У меня 6 хп, у него 9 хп. Пожалуйста, дай яйцо.
какая же ты мразь. Яйцо дай. Ну, конечно, мне последнее яйцо приходит, и у меня денег нету на него. Ладно. Горный вождь слишком силен, чтобы его скипать. Так, зеркало тебе. И... Ну, мифриловый доспех я оставлю в инвокере, чтобы он хотя бы хоть быстрее ману регенил. И спамил, спамил, спамил. Давай. Давай. Хорошо. По 2 голема чисто. Но. Все. ГГ. Пока. Ай-яй-яй. И станчик от обезьяны тебе. Големы, конечно, Все, все, успокойся, успокойся. Ой-ой-ой, хорошо получилось. Ну, прям на тоненького, на самом деле. Прям на тоненького. Блин, ну агра надо было все-таки ставить. Надо было импресску продавать, и надо было именно ставить агра. С агром, я думаю, там бы Варлок бы суммонил своих големов, будь здоров. И Мишка мог бы присуммонить несколько раз. Но вот, в принципе, видите, в лейте тебе становится очень тяжело играть на зоопарке. Это мне повезло, то, что мне так хорошо поприходило. Вот прикиньте, если немножко не так придет. Не придут предметы, не придет вот ничего не придет. Ну что потом делать? Ни героев не придет. Ну, короче. Я думаю, я смог максимально раскрыть, в принципе, суммоны. Поэтому, Лизбет, я жду от тебя фидбэк в комментариях. Принимаешь такой вот зоопарк или не принимаешь? Ну, в принципе, все. Это, кстати, на самом деле, у меня еще противники были довольно-таки слабые. Типа, посмотрите, 3-е, 4-е место. Ну, они на каком-то бреде сыграли. Были бы противники немножко другие, посерьезнее. Я думаю, я бы даже не смог зайти бы в топ-3. Не, ну хотя у меня был такой лютый темп, что, скорее всего, они бы просто даже не успели бы перестроиться. Ну, тоже... Ну, короче... Есть сборки, которые намного более гарантированно дают тебе заход в топ-3, нежели ты будешь там пытаться вот так вот через зоопарк, там, закоулками какими-то ходить и что-то придумывать. Хотя, если, в принципе, тебе хорошо идет, все приходит как надо, то на жестком темпе ты можешь всех до 30-го раунда, до 35-го, до 30-го выносить. Вот, в принципе, все. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.